В Норвегии живет одна семья, к которой каждое утро приходит необычный гость. Олень подходит к окну дома и терпеливо ждет, пока люди проснутся. Такая привязанность дикого животного к людям возникла неспроста, и вот почему. Эта история, как вы поняли, произошла в Норвегии, в окрестностях Тромсё, 14 февраля 2020 года. В этой стране оленье мясо — деликатес. Из него получаются наивкуснейшие блюда, именно поэтому олени пользуются большим спросом у охотников. Однажды, прогуливаясь по лесу, Эйрик заметил неподалеку подстреленного оленя. Мужчина сразу понял — это дело рук охотников. Он осмотрелся, но никого рядом не увидел. Похоже, они подстрелили оленя, и он смог добежать до укромного места, а охотники сейчас ищут его по следам крови, встревоженно подумал Эйрик. Но мужчина не позволил им убить зверя. Эйрик быстро вернулся домой за снегоходом с грузовыми санями, аккуратно погрузил обессилевшее животное и привез на свой участок. Оленя поместили в теплый сарай и ухаживали за ним до тех пор, пока оно полностью не выздоровело. Ему дали кличку Чоарви, что в переводе на русский означает «рогач». Такое имя выбрали потому, что у оленя были большие и крепкие рога. Семья изо всех сил помогала животному потихоньку встать на ноги. Его кормили, поили, а если требовалось, давали лекарства. Олень, к слову, устроился замечательно. Он просто примостился на подстилке из сена и тихо лежал, набирая сил. Люди ни капли не пожалели, что решили спасти его. Но спустя какое-то время олень стал приходить в себя. Он уже уверенно вставал на ноги, и в сарае ему становилось тесно. Зверь постоянно смотрел в сторону леса. Когда оленя вылечили, его выпустили обратно в естественную среду обитания. Это ведь не домашнее животное. Но олень не забыл своих спасителей и с тех самых пор постоянно их навещает. Целых 3 года животное приходит к их окнам и ждет угощения. Фрида, жена Эйрика, которая тоже помогала выхаживать оленя, рассказывает. Когда он подходит к окну, то стоит и ждет меня. Он всегда ждет, когда мы проснемся, чтобы ему дали хлеб. Он очень красивый олень, у него большие рога, мечта любого охотника. Сейчас никто из охотников не пытается его убить, потому что он наш друг. Зимой он приходит к нам чаще. Летом и весной бывает не всегда, уходит далеко в горы. Но мы всегда рады его видеть. Он ведет себя очень скромно и других людей боится. Как отмечает жена Эйрика, его любимое лакомство — это хлеб. В местном магазине продавцы даже бесплатно выделяют по несколько буханок специально для этого оленя. Чоарви уже успел стать местной знаменитостью, но к чужим людям все равно старается близко не подходить.